Привет всем! У меня на канале ресторан в Хрущевке. Уже совсем скоро нас ждет праздник Светлой Пасхи. И, конечно же, в наших краях очень много традиций печь разные булки. Я решил отойти немного от наших стандартных рецептов и стандартных пасхальных куличей и приготовить на Пасху одну из версий классического итальянского кулича, который готовят на Рождество – панеттоне. Шикарно. Просто шикарно у нас получилось. Почему панеттоне? Он мягкий, нежный, клевый, другие волокна, другая текстура. Это нечто необычное. Попробуйте сделать этот рецепт. Уже на замесе муки вы поймете, что это совсем другая история. Не забывай подписываться на канал, для того, чтобы не пропускать новые рецепты. Погнали! Для рецепта нам понадобится самое главное, это, конечно же, мука. Муку нам нужно использовать, ее называют сильной в народе. Очень просто, это высокое содержание белка. Совсем другая история, совсем по-другому замешивается. Тесто получается более эластичным, позволяет ему больше тянуться. Купить, как оказалось, не так просто в любом гипермаркете, но я нашел у нас в Минске. Окей, у меня Манитоба, это итальянская версия, но само Манитоба название, по-моему, родом из Канады, это провинция в Канаде. Дальше, конечно же, цукаты. У меня микс двух изюмов и клюква. Посмотрите, какой шикарный. Нам нужно их в чем-нибудь замочить и добавить алкоголь в наш панеттоне. И у меня это будет Бейлис. Наши дрожжи, 25 грамм живых дрожжей, 25 грамм меда, цедра лимона и апельсина, 190 миллилитров теплого молока, 150 миллилитров, 150 грамм, я бы сказал, желтка, 150 грамм сахара, 180 грамм масла 82,5% и ванилин. Поехали! Первая часть, нам нужно все замешать. Итак, сначала нам нужно смешать сухие ингредиенты. 430 грамм муки. Сюда же мы сразу добавляем другие сухие ингредиенты, сахар и ванилин. Наша задача все это тщательно перемешать. Все, мы это вымешиваем до однородного состояния. Можно венчиком, можно миксером, как вам угодно. Пока отставляем в сторону. Теперь берем другую емкость. Нам нужно объединить теперь жидкие ингредиенты. У нас теплое молоко 190 грамм, желтки 150 грамм чудесных домашних желтков. Можно использовать обычные, не переживайте. И мед 25 грамм чудного меда. И сюда же мы добавляем дрожжи. Если вы используете сухие дрожжи, добавляйте к сухим ингредиентам и перемешивайте там, то есть на предыдущем шаге. Все это нужно тщательно перемешать. Наша задача тщательно это довести до однородного состояния. Все, такая вот у нас пенная штука, без мелких комочков. Теперь наша задача смешать эти две части, жидкую, которая у нас получилась, и сухую, которая получилась до этого. Будем частями вмешивать и будем венчиком мешать. Если у вас есть кухонный комбайн, насадка крюк, мешаем постепенно, постепенно добавляем. У меня нет, я готовлю по-домашнему. Постепенно добавляем, начинаем перемешивать. Наша задача добавлять сюда масло, сливочное масло. Ну, так вмешиваем по столовой ложке. Тесто становится более жидким. Становится, кстати, проще венчиком его мешать. Но
за комбайн я бы сейчас душу отдал. Нам нужно цедра, как я сказал, апельсина и лимона. Сюда. Это придаст шикарный просто аромат нашей булки. А также 50 грамм бейлиса или коньяка, ну, на ваш выбор. Уже, конечно, тут просто невероятный, шикарный аромат. Бейлис вместе со сливочным маслом, с цедрой лимона, апельсина. Посмотрите, тесто у нас получилось красивое, с нотками цедры и бейлиса. Оно достаточно жидкое, это нормально. Сейчас наша задача отправить это тесто на 3 часа минимум в теплое место. И потом дальше мы к нему вернемся. Погнали! Посмотрите, какие тут у нас прям волокна этого теста, которое у нас расстраивалось, как говорят. На этой муке Манитоба можно было тесто, в принципе, до 10 часов оставлять. Но 3 часов нам будет достаточно. Это шикарно. И здесь у нас замоченные цукаты, которые стояли 3 часа в смеси бейлиса и горячей воды. Они пахнут просто потрясающе. Смотрите, конечно, в идеале, если у вас дома есть комбайн, вы берете, закидываете туда, насадка крюк и спокойно себе мешаете, ничего не делаете, попиваете сок у себя в бокале. Если же такого варианта нет, то где-то 5-10 минут, в зависимости от ситуации, наша задача тесто это вымешать до такого состояния, чтобы оно растягивалось и не сразу рвалось. Все, начинаем. Будем смотреть по состоянию. Смотрите, я бросил венчик и думаю, что руками будет лучше. Это больше похоже на крюк, чем венчиком. Венчиком неудобно. Мы ждем так называемое глютеновое окно, мешаем. То есть наша задача, чтобы тесто было таким тянущимся. Оно тянется, но еще слишком быстро рвется. И продолжаем мешать активно. Ну что, ребят, смотрите, вот я уже домешал тесто, и оно сразу, когда доходит до нужной консистенции, оно перестает как бы прилипать особо к тарелке. Но посмотрите, какое оно эластичное. Смотрите, что происходит. Вот, давайте я вот так возьму. Вот, вот у меня. Оно прозрачное и не рвется сразу. То есть оно долго-долго-долго тянется. И только потом. Вот, шикарный какой вариант. Все, мы сюда, в это тесто шикарное, добавляем наши цукаты. И перемешиваем. Все, аромат просто сводит с ума, если честно. Бейлис, вот этот изюм, дрожжи, цукаты. Это как-то прям вообще. Вы знаете, как назло, 2 недели уже не ем сахар. И все сахаросодержащие продукты. Поэтому булку, к сожалению, сам попробовать не смогу. Только буду ждать отзывов. Вот такое у нас шикарное тесто получилось. Посмотрите. Все, булка наша готова. Будем раскладывать по формам. Наша задача, с учетом того, что мы сейчас отправляем его еще на 1,5 часа, вот эти булки, которые мы сейчас соберем, мы отправляем еще на 1,5 часа постоять в тепле. Соответственно, ну, мы понимаем, что это подойдет, поэтому накладываем где-то чуть больше 1/3.
нас получились 4 бесподобных булочки. Вот примерно чуть больше, чем на 1/3 я их заполнил. И сейчас я отправляю их на 1,5 часа еще в теплое место. После этого будем запекать. Ребята, посмотрите, наши куличи поднялись. Вот здесь, походу, я немного переложил тесто. Я не ожидал, оно поднялось даже больше, чем я думал. Думаю, что они будут солидно выпрыгивать из этих формочек. Но оно поднялось просто потрясающе. И сейчас у меня разогревается духовка для того, чтобы туда их поставить. 180 градусов на буквально там 20 минут. Булочки небольшие. И будем готовить глазурь к ним. Так, пока у нас там запекаются наши булочки, мы сделаем глазурь. Это самый простой вариант такой, ну, без долгой готовки. Мы берем сахарную пудру. У меня здесь около 100 грамм. И понемногу добавляем сюда горячее молоко. И размешиваем. Ребята, важный момент. Достал булки. Теперь важно вывесить их вверх головой. Вот так. Городил, тут видите инструкцию. Вот они у меня тут дна не касаются. Важно, чтобы они вот так остывали. Иначе вся наша задумка с воздушными булками с большими дырками внутри не будет успешна. А нам осталось подождать, пока они остынут, придумать, как их украсить и, конечно же, разрезать и посмотреть, что же произойдет. Ну что, мне кажется, сейчас самый ответственный момент. Наша задача разрезать и посмотреть булку внутри с точки зрения текстуры. То есть она остыла. Я специально взял булку и одну сделал без глазури. Давайте посмотрим, что у нас получилось. О, посмотрите. Посмотрите, какая у нас текстура. Здесь вот видно местами такие вот большие дырки. Да, это прям очень-очень хорошо. Очень хороший признак действительно такого панеттоне. И вот посмотрите, какая она мягкая, нежная. Ну, максимально просто мягкая и возвращает форму обратно. Прям вот. Шикарно. Просто шикарно у нас получилось. Просто готовьте по моему рецепту. Никакой заморочки, но действительно куличи, которые помогут вам удивить своих близких.